Первое – амарант или щирица. Амаранта есть много сортов, поэтому растение выглядит по-разному. Все сорта амаранта пригодны в пищу, даже декоративные, однако он отличается от овощного грубостью листвы. В пищу используются листья и крупа амаранта. Его семена имеют приятный ореховый привкус и по вкусу напоминают булгур. Молодые амарантовые листья по вкусу напоминают молодой шпинат, и их лучше использовать свежими в салатах. Если листья более старые, то лучше их готовить на пару или добавлять в рагу. Амарант укрепляет сосуды, регулирует обмен холестерина, участвует в синтезе витамина D, стимулирует синтез коллагена, обладает ранозаживляющими свойствами. Семена или масло амаранта могут использоваться для лечения людей, страдающих гипертонией и ишемической болезнью сердца. Номер 2. Горчица полевая. Есть можно и семена, и цветки, и молодые листья, обладающие слегка пряным вкусом. Также употребляют в пищу нецветущие стебли, сняв с них кожицу. Горчица стимулирует выработку желудочного сока и улучшает процесс пищеварения пищи. Она также помогает в усвоении питательных веществ, укрепляет иммунную систему. Номер 3. Гравелат городской или гвоздичный корень. Свежие молодые листья пригодны для приготовления салатов. Корни, обладающие приятным запахом, используют как пряную приправу к овощным блюдам в качестве заменителя пряно-ароматических растений. Это растение применяют при продолжительной диарее, хронических колитах, гастритах, маточных кровотечениях и других проблемах. Номер 4. Гулявник. Как и многие дикоросы, имеет много разновидностей в зависимости от местности, поэтому форма листьев может отличаться. Свежие листья гулявника имеют пикантный горчичный вкус, поэтому их добавляют в салаты, а сушеные используют как приправу для рыбных и мясных блюд. Иногда листья маринуют или заквашивают, затем подают как закуску. Семена используют для приготовления горчицы и горчичного соуса. В лечебных целях используют соцветия и листья растения, которые обладают мочегонными, отхаркивающими, противовоспалительными свойствами. Номер 5. Душица обыкновенная или орегано. Это растение можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. Добавлять душицу можно в супы, соусы, маринады, мясные и рыбные блюда, салаты и многое другое. Также из нее готовят полезные отвары, чаи и настойки. Душица – это мощное антибактериальное средство. Ее применяют при кишечных инфекциях, она улучшает процесс пищеварения и усвоения пищи. Номер 6. Иван-чай или кипрей узколистный. Побеги и листья употребляются для салатов, щей, а ферментированные и высушенные верхушки с молодыми листьями для приготовления ароматного чая. Очень приятные сладковатые корни едят сырыми. С высушенных корней можно получить муку и испечь лепешки или сварить кашу. Растение стимулирует кроветворение и повышает защитные функции организма. В современной фитотерапии используется при анемии, малокровии, а также как средство дополнительной терапии злокачественных опухолей и успокаивающее. Номер 7. Кислица обыкновенная или оксалис. Едят белые цветы среднего размера и листья, напоминающие листья клевера. Из травы приготовляют чай и напитки, листья используют на салаты и супы. Листья на вкус кислые, отсюда и название растения. Кислицу следует срывать полностью вместе с ножками. Растение рекомендуется при заболеваниях печени и почек, нарушении пищеварения, желтухе, цинге, а также для выведения глистов. В лечебных целях употребляются цветки и листья свежих растений. Длительное употребление кислицы из-за наличия в ней оксалатов не рекомендуется. Номер 8. Козлобородник луговой. Употребляют в пищу молодые побеги с листьями, а также корни. Стебли рекомендуется прокатывать между ладонями для освобождения от горького млечного сока. Растение обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, антисептическим, мочегонным и противоцинготным воздействием. Номер 9. Клевер. Белый, красный, луговой. Листья клевера можно измельчить и есть сырыми, как салат. Цветки клевера в пищу не употребляем, так как они являются лекарственным средством и применяются только для настоев и чаев. В лечебных целях клевер луговой используется в качестве мочегонного средства при атонии матки, как успокаивающее в терапии глазных заболеваний.
Эффективен как дополнительное средство при лечении злокачественных образований, как антитоксический препарат, применяется для усиления лактации, обладает ранозаживляющим действием. Номер 10. Крапива. Едят только молодую крапиву высотой не более 20 см. Можно добавлять в супы и борщи. Побеги срывают, обдают кипятком, мелко нарезают и добавляют в конце варки. В качестве сезонной зелени ее можно использовать только весной. К началу лета и особенно к концу растение набирает много витамина К. С июня месяца крапива используется только в качестве лечебного средства при плохой свертываемости крови и женских кровотечениях. В медицинской практике крапиву назначают как поливитаминное и антитоксическое растение при сахарном диабете, почечно-каменной болезни, порезах, параличах, артритах. Номер 11. Клоповник посевной. Мелкие светло-зеленые листья обладают приятным вкусом, поэтому его в свежем виде можно добавлять в любые салаты. Отвар семян применяется наружно в виде компрессов при ревматизме и внутрь как ветрогонное и противоцинготное. Номер 12. Крест-салат. Листья крест-салата добавляют в супы, гарниры, овощные салаты и закуски. Кроме того, тертый крест-салат может послужить прекрасной основой для овощных нектаров, коктейлей и прочих полезных напитков. Он помогает нормализовать работу печени и органов желудочно-кишечного тракта, выводит из организма токсины, обладает мягким мочегонным действием. Номер 13. Купырь или кервель ажурный. Дикорастущий овощ, причем растет он в изобилии тогда, когда овощей огородных еще нет или мало, в конце мая, в июне. Молодые листья и стебли используют в супах, делают витаминные салаты. Листья обладают противовоспалительным и антибактериальным свойствами, поэтому их прикладывают к ожогам, фурункулам и другим гнойным поражениям тела. В виде отвара и настоя применяют при желудочно-кишечных и женских заболеваниях. Номер 14. Лобазник или таволга. Используют к десертам на молочной основе и ко всем десертам, где используются ягоды. Траву также можно класть в маринады. Везде, где вы используете корицу и ваниль, можно добавлять и лобазник. Снимает головные боли различного характера, а также ревматические боли в суставах. Оказывает мощное антибактериальное и антивирусное действие. Номер 15. Лебеда или марь белая. Эти две травы очень похожи друг на друга и внешне, и по своим свойствам. Из свежих листьев готовят салаты. Особым лакомством являются сладкие на вкус цветочные клубочки лебеды. А чтобы сделать лебеду нежнее и уменьшить характерный запах, ее необходимо предварительно помять руками с лимонным соком и солью. В свежем виде используется как успокаивающее средство. Применяется для растирания при радикулитах, а зола для удаления бородавок. Настой и сок свежей травы назначают для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта. Номер 16. Лилия кудреватая или саранка кудреватая или царские кудри. Употребляют в сыром виде, а также в качестве приправы. Луковицы едят сырыми или готовят испеченными в золе. Сушеные луковицы этого и других видов лилий употребляются в виде муки для приготовления молочной каши. Цветок обладает успокаивающим, болеутоляющим, кровоостанавливающим свойствами. Сок растения заживляет раны и очищает язвы желудка. Номер 17. Лопух или репейник. Молодые листья используют до момента цветения и кладут в салаты и супы, а корни растений первого года жизни пекут, жарят, заправляют суп вместо моркови и картофеля. В очищенном и высушенном виде корни могут долго сохраняться. Перед употреблением их следует замачивать. Высушенные корни пригодны и для маринования. Поджаренные корни лопуха используются в качестве заменителя кофе. Применяют как мочегонное, ранозаживляющее и антитоксическое средство. Растение способствует регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта и стимулирует регенерацию тканей. Сок используют для выведения бородавок. Экстракт корней на оливковом масле используется как средство для укрепления волос. Номер 18. Лук косой, уксун или горный чеснок. В пищу у этого вида лука используются как листья, так и все растение целиком вместе с луковицей. Часто в домашней кулинарии используют для засолки овощей
так как благодаря луку овощи будут обладать приятным пряным вкусом. Лук косой отличается чесночным запахом. Этот лук превосходит все другие многолетние луки по содержанию аскорбиновой кислоты. Номер 19. Лук угловатый или мышиный чеснок. Добавляют в салаты в сыром виде. Это растение обладает такими свойствами, как противоопухолевое, антибактериальное, мочегонное, тонизирующее, общеукрепляющее. Номер 20. Манжетка обыкновенная. В пищу используют листья и молодые побеги. Листья разных видов манжетки отличаются, поэтому ориентируйтесь по цветкам. Растение обладает противовоспалительным, вяжущим, отхаркивающим, ранозаживляющим, мочегонным и лактогенным действием. Также обладает кровоостанавливающими свойствами, эффективно при лечении язвенной болезни желудка и кишечника, а также остановке внутренних кровотечений. Номер 21. Мать и мачеха. Можно есть цветки и молодые листья. Свежие листья немного горчат, поэтому их лучше отваривать и добавлять в суп или гарнир, а цветки можно есть свежими. Трава мать мачехи используется при лечении воспалительных заболеваний, органов желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, а также при простудных заболеваниях. Свежий сок применяют наружно при гноящихся ранах, нарывах. Номер 22. Мелиса. Растение с освежающим лимонным привкусом добавляют в салаты, супы, как в свежем, так и в сушеном виде. Часто трава становится дополнительным ингредиентом при засолке помидоров и огурцов. Мелиса обладает успокоительным, желчегонным, спазмолитическим, гипотоническим, противоотечным, противовоспалительным эффектом. Рекомендуется при мигрени, бессоннице, болезненных менструациях, кожных сыпях. Номер 23. Медуница. Добавляют в салаты и супы. Растения придают блюдам привкус вермута. В ряде стран медуницу специально выращивают как салатное растение. Медуница обладает противовоспалительным, бактерицидным, мочегонным, вяжущим, антисептическим, кровоостанавливающим и обволакивающим действием. Номер 24. Мокрица или звездчатка средняя или мокричник. И издревле применялась в качестве салатной зелени, особенно в весенний период. В пищу употребляют именно незацветшее растение. Нежная зелень идет в салаты, супы и фиточаи. Трава улучшает деятельность сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, обладает кровоостанавливающим и обезболивающим действием. Полезна при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени, геморрое, а также как средство, усиливающее лактацию. Наружно используется для ванн, примочек и компрессов при поражениях кожи. Номер 25. Мята полевая или мята луговая. Существует много сортов мяты, поэтому листья и цветочки у них отличаются. Свежие листочки мяты добавляют в салаты, супы, особенно в овощные. Сушеные листья мяты отлично подходят для ароматизации мясных блюд, кондитерских изделий и выпечки, а также соусов. Растение уменьшает метеоризм, боли в животе, изжогу, тошноту, спазмы кишечника и желчного пузыря. Нормализует работу желудочно-кишечного тракта, стимулирует отток желчи. Снижает артериальное давление, улучшает кровообращение, повышает эластичность сосудов. Номер 26. Настурция. В пищу используют листья, почки и зеленые семена. В основном цветки добавляют в салаты и маринуют вместе с мясом, а лепестки настурции растирают в пасту и добавляют туда чеснок, после чего используют как приправу. Отвары помогают при кашле, бронхите и ангине, снижают тревогу, помогают при болезнях почек. Настой листьев используется для укрепления волос. Номер 27. Огуречная трава. Может также называться подогуречник или бурачник. Трава очень популярна как микрозелень. В пищу используют листья и цветки в свежем виде. Чтобы убрать жесткость, предварительно ее немного отваривают, а потом приправляют маслом и лимонным соком. Является хорошим заменителем огурцов, и ее добавляют в винегреты, салаты, соусы, гарниры. Корни, собранные осенью, используют для приготовления зеленого масла. Высушенные цветки завариваются и употребляются как горячий напиток наряду с чаем. Растение является освежающим, патагонным и мочегонным средством.
Используется для лечения ревматизма, воспалительных процессов в почках и печени, применяется при болях в суставах и мышцах, а также положительно влияет на обмен веществ. Номер 28. Одуванчик полевой. Едят молодые цветы, стебли, листья и корни. Обычно листья одуванчика выдерживают 30 минут в холодной подсоленной воде, чтобы удалить горечь, и используют для приготовления салатов, маринадов, кваса и приправ. А поджаренные корни употребляют как заменитель кофе. Растение используется при желчнокаменной болезни. Может применяться для лечения сахарного диабета, почечно-каменной болезни, атеросклероза, оказывает мочегонное и желчегонное действие, является антигельминтным, противолучевым и антитоксическим средством. Обладает ранозаживляющим, обезболивающим и противовоспалительным свойствами. Эффективно используется для удаления бородавок. Рекомендуется при воспалении кожных покровов, укусах ядовитых насекомых, а также способствует усилению лактации у кормящих матерей. Номер 29. Папоротник-орляк. В пищу пригодны только молодые ростки высотой не более 20-30 см, когда его листочки еще не распустились, а образуют характерную для папоротников закорючку. Употребление папоротника благоприятно сказывается на процессах роста, помогает формированию скелета, обмену веществ, деятельности нервной системы, повышает работоспособность, улучшает состояние эндокринной системы, а также способствует выводу радионуклидов из организма. Несмотря на то, что листья и побеги папоротника съедобны, важно знать, что в сырых побегах есть канцероген и разрушающий витамин В1 фермент тиаминаза. Этот фермент разрушается только при термообработке, так что папоротники не рекомендуют употреблять в сыром виде. Номер 30. Папоротник-страусник. Молодое растение имеет сладковатый вкус, похожий на кабачки. Вайи страусника едят в готовом виде, не в свежем. В медицине корневища и листья используют как спазмолитическое, противосудорожное, противоэпилептическое. Корневища при злокачественных опухолях, белях, менаргиях, как седативное, слабительное, вяжущее, противокашлевое, антигипоксическое. Измельченные листья и споры применяют при ожогах, обморожениях, дерматозах. Будьте внимательны, все остальные виды папоротников ядовиты или условно ядовиты. Номер 31. Первоцвет весенний или примула. Листья можно употреблять в сыром виде, готовить из них салаты, добавлять в супы, жаркое. Примула является хорошим отхаркивающим средством при бронхитах, ларингитах, воспалении легких, коклюше. Ее применяют при ангинах, рините, мигрени, головных болях, бессоннице, неврозе. Номер 32. Пастушья сумка. Молодые листья идут в пищу для салатов, супов и пюре. Высушенные листья и семена используют как пряность. Из семян изготавливают суррогат горчицы. Пастушья сумка повышает свертываемость крови и тонус матки, поэтому широко используется при маточных кровотечениях. Применяется также как средство дополнительной терапии злокачественных новообразований, в первую очередь женской половой сферы. Не рекомендуется употреблять беременным и людям с густой кровью. Номер 33. Подорожник. Листья можно добавлять в салаты, супы, приправы и использовать в чаях. А вот сок из свежих листьев подорожника повышает показатели кислотности желудочного сока, снижает хроническое воспаление толстого и тонкого кишечника. Это растение обладает противоязвенным эффектом, способностью стимулировать секрецию желудочного сока, оказывать противовоспалительное и противорвотное действие. Используется при лечении злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта и других локализаций, а также как отхаркивающее и противовоспалительное средство при заболеваниях бронхолегочной системы. Подорожник способен активировать процессы заживления ран, регенерации тканей, обладает антимикробным действием, повышает свертываемость крови. Полезен при лучевых поражениях, стимулирует кровотворение, обладает антитоксическим, противоаллергическим, мочегонным и желчегонным свойствами. Семена, содержащие много слизи, используются как сильное обволакивающее и успокаивающее средство при воспалении слизистой оболочки глаз и кишечника. Номер 34. Портулак огородный или дандур.
Молодые листья и стебли используют в пищу сырыми, а вот цветущий портулак употреблять уже не рекомендуют. Из растения готовят салаты, приправы, можно солить и мариновать. Главными преимуществами растения являются его антибактериальные и противовоспалительные свойства. Его сок оказывает ранозаживляющее и мочегонное воздействие, активирует вывод токсинов из организма, укрепляет его. Растение помогает наладить работу кровеносной системы, снизить уровень сахара в крови. Также успешно применяется в качестве антигельминтного препарата. Номер 35. Просвирник или мальва лесная. Свежие молодые листья просвирника используют для салатов винегретов. Просвирник обладает обволакивающим, успокаивающим, противовоспалительным и отхаркивающим действием. Чай из цветов полезен при болях в желудке, печени, кишечнике, а также при поносе. Номер 36. Пырей ползучий. Молодые листья и побеги можно есть сырыми, измельчив и добавив в салат. Корни высушить и измельчить в порошок, а затем использовать вместе с пшеницей при выпечке хлеба. Является противовоспалительным, слабительным, мочегонным и отхаркивающим средством. Основное применение – это простуды, бронхиты, пневмонии, а также у него есть способность очищать кровь и организм в целом от токсинов шлаков. Номер 37. Расторопша пятнистая. Съедобное растение, применяемое в диетическом питании. В пищу в том или ином виде можно употреблять все части растения. Корни растения можно употреблять в сыром виде, а также в вареном или жареном. Плоды расторопши используют для нормализации работы печени и органов пищеварения, улучшает обмен веществ и выработку панкреатического сока, а также защищает клетки поджелудочной. Номер 38. Ревень. Растение часто используют как начинку в сладких пирогах, делают из него вареные цукаты, джем. Также хороши из него освежающие напитки кисель. Вместе с другими овощами ревень можно использовать как гарнир к мясу, рыбе и птице. Однако важно выбирать только молодые черенки. Ревень способствует улучшению пищеварения, укрепляет мышцы и кости, улучшает сон и стабилизирует нервную систему. Тем не менее, необходимо отметить, что листья ревеня едят не все, потому что щавелевой кислоты там в несколько раз больше, чем в черенках. Также есть сведения, что щавелевая кислота при варке и жарке превращается в соли, которые откладываются в суставах и других местах. В связи с этим появилась рекомендация употреблять ревень только в сыром виде. 39. Редька дикая или дикоредька. В пищу употребляют только свежие листья. По вкусу очень напоминает свою культурную тезку редьку. Оказывает сильное антибактериальное и бактерицидное действие, что делает ее хорошим средством для лечения разнообразных кожных заболеваний. Редька также абсорбирует и выводит вредные вещества из ЖКТ. Однако в период цветения в ботве и соцветиях образуются горчичные масла, содержащие токсины. Поэтому в этот период редьку ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Номер 40. Руккола. Чаще всего добавляют в салаты, закуски, бутерброды, сэндвичи, пиццу, начинку для выпечки, соусы, а также в гарниры и вторые блюда. Это растение способствует профилактике злокачественных опухолей, обладает мочегонным, отхаркивающим эффектом, улучшает пищеварение, помогает при малокровии. К плюсам употребления рукколы относится борьба с микробами и холестерином. Номер 41. Свербига восточная. Корни, листья и молодые стебли съедобны, могут использоваться в свежем, вареном и сушеном виде. Растение применяют как противоглистное и антицинготное средство. Имеет противовоспалительное и общеукрепляющее действие, а также помогает при лучевом поражении. Номер 42. Спарыш или горец птичий. Молодые стебли и листья растения используют для приготовления салатов и супов, кроме того, листья засушивают на зиму. Обладает общеукрепляющим действием, используется для лечения почечно-каменной болезни, как мочегонное средство, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует повышению свертываемости крови, полезен при атонии матки и для укрепления волос. Номер 43. Сныть. Следует собирать еще молодую, когда она глянцевая, маслянистая, ее листья уже сформировались, но распустились не до конца. Сныть препятствует образованию тромбов, помогает в борьбе с грибком и кожными заболеваниями.
способствует рассасыванию холестериновых бляшек и выводит соли из суставов. Номер 44. Сурепка обыкновенная или сурепица. Съедобные мелкие листья и цветы. Во вкусе присутствует легкая горчинка, как у рукколы, так что использовать ее хорошо в горьковатых салатах или добавлять как украшение и приправу в супы и горячие блюда. Сурепка обладает ранозаживляющим и мочегонным действием, возбуждает аппетит, применяется как противоцинготное средство. 45. Тимьян или чабрец. Его можно добавлять в салаты, соусы, маринады, прекрасно сочетается с овощами, особенно картофелями, капустой, морскими и мясными блюдами. В состав входят флавоноиды и олеиновая кислота, горечи, камедь и различные дубильные вещества. Растение используется как отхаркивающее, анальгезирующее, антибактериальное и глистогонное средство. Номер 46. Фенхель обыкновенный. Плоды фенхеля заваривают как чай и пьют при кишечных коликах, при нарушениях пищеварения, как ветрогонное, отхаркивающее, как лактогенное или противорвотное средство. А еще фенхель применяют при менструальных болях. Номер 47. Фиалка душистая. Вкус у них на любителя, а вот аромат замечательный, там есть и нота ванили и миндаль. Используется как успокаивающее, отхаркивающее, противоопухолевое, ранозаживляющее, болеутоляющее средство. Отвар корневищ используют также для профилактики гриппа, при лечении дизентерии, грибковых заболеваниях, опухолей гортани и желудка. 48. Хвощ полевой или хвощ обыкновенный или пистик. Молодые спороносные побеги, освобожденные от оболочек, используют в пищу в свежем и вареном виде, а также для приготовления начинок в пироги, запеканок, окрошек и соусов. Используется как мочегонное средство при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, повышает свертываемость крови, может применяться при атонии матки, полезен при почечно-каменной болезни, обладает антиаллергическими, ранозаживляющими и антимикробными свойствами. Как средство дополнительной терапии может назначаться при лечении злокачественных новообразований и глазных заболеваний воспалительного характера. Номер 49. Цикорий. Зелень и цветки цикория можно применять в салатах. Корни могут быть источником фруктозы и использоваться для производства спирта. Корни цикория также можно употреблять сырыми и применять в салатах. Растение содержит большое количество инулина. По этой причине его используют как заменитель кофе. Полезен для людей с проблемами сердца, гипертонией, депрессией, бессонницей и мигренью. Номер 50. Черемша или колба. Другие названия – лук медвежий или дикий чеснок. Едят обычно молодые листья и стебли, которые имеют выраженный вкус и запах чеснока. Черемшу можно есть свежей в салатах или использовать как начинку для пирожков вместо зеленого лука. Черемша полезна для работы сердца, способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек. Ее рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни. При этом будьте осторожны. Молодая черемша похожа на ядовитый ландыш или чимерицу. Запомните главное отличие. Листья черемши узкие и продолговатые с выраженным луково-чесночным запахом. 51. Чесночница черешчатая или чесночница черешковая. Содержит эфирное масло, обладающее чесночным запахом. Молодые листья можно использовать в салаты и как пряность, заменитель чеснока. В пищу берут не только зелень чесночницы, но и корень. Истолченные семена использовались в народной медицине как местное раздражающее средство вместо горчичников. Растение применялось также для лечения фурункулов и ожогов, при бронхиальной астме, цинге, диарее, а также как противоглистное средство. Номер 52. Чина гмелена. Ее сочные стебли, их собирают до цветения, по вкусу напоминают горох. А еще из ее побегов получается вкусная похлебка, если добавить к ней лук, кипрей и щавель. Кроме этого, у нее съедобные и вкусные бобы. Растение обладает вяжущим, кровоостанавливающим, противомикробным, противовоспалительным и гипертензивным действием. Номер 53. Щавель. Листья едят сырыми и кладут в суп или зеленые щи. Растение улучшает пищеварение, функции печени и желчного пузыря, может заживлять раны, останавливать кровотечение,
Щавель полезен при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, при различных сыпях и зуде кожи. При этом есть сведения, что щавелевая кислота при варке и жарке превращается в соли, которые откладываются в суставах и других местах. Поэтому рекомендуется употреблять щавель только в свежем виде. Номер 54. Щавель конский. Употребляют в сыром виде в салатах. Растение имеет кровоостанавливающее, бактерицидное, противовоспалительное, гипотензивное и успокаивающее действие. Сок растения действует как хорошее желчегонное и мочегонное средство. Наконец, номер 55. Ярутка полевая. В пищу годятся только молодые листочки, которые по вкусу напоминают культурную редьку. Ярутка имеет отхаркивающее, патагонное, мочегонное, противовоспалительное, антимикробное, ранозаживляющее и кровоостанавливающее действие. Способна поддерживать мужскую половую функцию и предупреждать такие серьезные патологии, как половая дисфункция, аденома простаты. А сейчас запомните 3 важных правила. Первое. Собирать дикоросы нужно вдали от дорог, свалок, городов. Второе. Если вам нужна зелень, то лучше собирать ее в фазу до цветения. На сушку и хранение собирайте в момент и после цветения. А съедобные корни и клубни лучше выкапывать ближе к концу лета или осенью. Третье. Употреблять дикоросы желательно в день сбора. В крайнем случае можно хранить в холодильнике, но не больше 2 дней, завернутыми в мокрую ткань или бумагу, а сверху в полиэтиленовый пакет. И самое главное, не нужно употреблять много дикорастущей зелени за один раз и тем более только одного вида. Лучше всего, чтобы в вашей тарелке было разнообразие. Если у вас будут вопросы, замечания, дополнения по теме видео, оставляйте комментарии.